Иногда я слышу от своих клиентов о том, что женщине стыдно признаться о чем-то мужчине. И это очень важное место, на котором я хотела бы остановиться и пояснить, почему же это плохо, почему это разрушающе для отношений, почему важно иметь такой контакт с вашим супругом, чтобы вы могли ему открыто довериться и рассказать все то, что происходит с вами в вашей жизни. Когда стыдно признаться о чем-то своему мужу или мужу стыдно признаться о чем-то жене, это говорит о том, что в паре нету достаточного доверия. Сложно жить в такой ситуации, сложно быть счастливыми, потому что если есть какая-то серьезная недосказанность в паре, то давайте учитывать, что это люди, которые живут 24 часа в сутки в одном пространстве. Это самые близкие люди. Это люди, с которыми мы постоянно плечом к плечу, в паре, да, мы, например, там, жена с мужем, плечом к плечу постоянно. И все время вот это напряжение в теле о том, что что-то есть для меня важное, но мне признаться тебе стыдно. Почему стыдно? Может быть, он не поймет, может быть, он осудит. И это еще один важный звонок о том, что есть проблемы в паре, что нездоровые отношения в этой паре, потому что любое осуждение, непринятие – это равно презрение. Презрение – это самый разрушающий фактор в отношениях. В нездоровых парах есть ряд факторов, что там происходит такого, что пара нездоровая, что люди думают уже о разводе. И вот из всех этих факторов презрение – это самый-самый разрушающий. С ним сложнее всего работать в семейной психотерапии, он сложнее всего поддается корректировке. Поддается, да, но это действительно сложно. Презрение – это очень плохо. И когда стыдно признаться, это значит, что если я признаюсь, он меня осудит. То есть это знак от того, что серьезные есть проблемы в этих отношениях. Конечно, давайте оставаться благоразумными. Естественно, я понимаю, что у каждого в паре есть какой-то еще свой личный мир. И очень важно, чтобы он был существенным. Потому что если у пары все общее, все мы, везде мы, только мы и никак, то есть звоночек о созависимых отношениях. Это другая крайность. Токсичные созависимые отношения, когда люди сливаются полностью друг в друга и не остается отдельно каждого, есть только мы. И это мы сжирает обоих. Это очень разрушительно. Должен быть личный мир, личное пространство, личные друзья у каждого, личные хобби у каждого, личная жизнь у каждого. Телефон, например, личный, и его никто не читает. Походы в туалет личные, когда никто не заходит. Но при этом есть разница. У меня есть что-то личное, и я не хочу с тобой этим делиться, просто хочу, чтобы это осталось моим. Или у меня есть какая-то ситуация, которой я бы хотела с тобой поделиться, мне было бы классно сейчас получить твою поддержку в этом, но мне стыдно тебе в этом признаться, потому что ты меня не то что не поддержишь, ты еще и ответишь на это с каким-то укором, с каким-то осуждением, с каким-то неприятием. Я почувствую себя какой-то не такой. Вот это очень-очень плохое место, это серьезный звоночек о том, что полезно бы паре обратиться в семейную психотерапию. Потому что когда в парах есть вот этот факт наличия презрения между партнерами или от одного к другому, то вот такие именно пары часто заканчивают разводами. То есть это можно назвать предвестником развода. Соответственно, я бы прописала здесь, в шутку прописала, да, порекомендовала психотерапию как способ научиться жить вместе счастливо. Если у вас есть какие-то вопросы, смело задавайте их внизу в комментариях. Я рада зайти в комментарии и пообщаться с вами. Также оставляю свои контакты, ссылку на свой сайт внизу в описании под видео. Я практикующий психолог и работаю с парами по американскому методу Джона Готмана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. На этом канале вы точно найдете что-то полезное для себя, потому что здесь выходят видео на тему отношений каждый день. И здесь есть, наверное, ответ на любой вопрос. До встречи, пока-пока.